Всем привет, друзья! И, наконец-то, я созрела, чтобы сделать это видео о том, как вышла моя первая настоящая детская книга. Здесь я немножко расскажу, как так получилось. И спойлер, я думаю, что это будет полезно не только иллюстраторам, а просто вообще всем ребятам, у которых есть мечты. Потому что издать свою книгу было для меня огромной мечтой. Мне кажется, именно поэтому я начала заниматься иллюстрацией. У меня есть какая-то немножко навязчивая идея, что я хочу оставить после себя какие-то, не знаю, вещественные доказательства моего существования. Я бы так это сказала. И книги под это описание очень подходят. И я стала иллюстратором около 7 лет назад. И я поняла это еще учась на графического дизайнера в универе, потому что мне не нравилось просто собирать какие-то готовые картинки с красивыми шрифтами. Мне хотелось создавать все самой, рисовать. И тогда уже были первые попытки сделать свою детскую книгу. И мне кажется, на одну из курсовых я ее таки сделала. Я, если найду, приложу картинки. Но это было еще очень далеко от реальной профессии иллюстратора. Тут динь-дон. Очень далеко от реальной профессии иллюстратора и вообще моего будущего пути. Потом на протяжении многих лет я растила скилл, работала много на заказ, и за это время у меня успело выйти много книг, где я была именно коммерческим иллюстратором, когда тебе дают текст, и, как правило, забирают все права, и даже не как правило, а всегда. И я успела поработать для британских издательств, для южнокорейского издательства, для разных проектов по всему миру. И все растила скилл и придумывала идеи для своих проектов, но как-то не получалось. Не получалось найти своего издателя, и как-то мои проекты не выходили в свет. И случилась эмиграция, которая, мне кажется, обнулила в какой-то степени всю мою творческую карьеру, потому что, переехав в другую страну, я поняла, что все мои предыдущие связи не работают, и я могу работать с какими-то клиентами только онлайн, и что с этим делать непонятно, и я стала наращивать новую базу уже в Армении. Какая-то мечта сделать свою книгу немножко отодвинулась опять на второй план, потому что нужно было зарабатывать деньги, искать новых клиентов, и все, в общем, было настроено сугубо на коммерцию, наверное. И тогда, мне кажется, я впервые после долгого-долгого времени начала рисовать для себя, потому что эмиграция навалила мне очень много переживаний, и я вообще не знала, что с этим делать, как это прорабатывать, потому что у меня не было друзей, не было никаких социальных связей, я вообще не понимала, что мне делать. И я стала просто рисовать для себя, чтобы как-то с этими эмоциями бороться, их как-то перерабатывать в нужное русло, но я не знала, к чему это все приведет. Просто решила, что нормальная тактика — просто что-то делать. Так у меня накопилось какое-то большое количество иллюстраций, которые были вдохновлены нашей жизнью в Армении. Например, здесь засветилась наша любимая кафешка, куда мы ходили с Гришей есть блины и пить кофе, рядом с нашей самой первой квартирой в Ереване. И таких моментов очень много. В целом, эмиграция научила меня смотреть шире, и я понимаю, что пока я жила в России и в Самаре, мой угол зрения был примерно вот такой, а после переезда в Ереван он стал вот такой. А после переезда во Францию он стал вообще полный 360 градусов во все стороны. Потому что ты видишь очень много новых людей, новых историй, новых контекстов, понимаешь, что не у всех опыт такой же, как у тебя, и это очень интересно. В путешествиях я тоже стала рисовать, показывать какие-то отражать локации. Например, здесь есть зарисовки из Турции, Шри-Ланки, Еревана, Грузии. Все, куда мы могли просто дотянуться, потому что виз нам не давали. И это тоже, конечно, добавляло своего теншена. Все это складывалось, и непонятно, к чему бы это все привело. Но в один день я нашла у «Розового жирафа», а вообще у меня с этим издательством очень длинная история, я давно за ними следила, и я помню, что моя куратор в университете, мы когда говорили про профессию иллюстратора, она такая: вот, это издательство, с которым тебе 100% нужно поработать, у них твой вайб. И я такая: окей, мы запомнили. И я как-то специально для этого ничего не делала, но тут я увидела от них конкурс, что можно было подать свой проект на книжку-картинку, и я подумала: чем черт не шутит, у меня уже есть картинки, осталось собрать их в проект.
и посмотрим, что из этого получится. В худшем случае у меня останется просто готовый проект, который я буду продвигать как-то по-другому. От этого конкурса у меня только приятнейшие впечатления, потому что там было несколько разных созвонов, мы разговаривали с издателем, с разными людьми, которых они приглашали, давали очень дельные советы, и что мне понравилось больше всего, что в мой творческий процесс никто не вмешивался. То есть эта книжка, с чистой совестью могу сказать, что она полностью моя, и все комментарии, которые были, сделали ее только лучше. Я не чувствовала никакой нетворческой свободы. Это было просто потрясающе. Так получилось, что я выиграла в одной из номинаций, по-моему, за яркий визуальный стиль. Мне было очень приятно. Вообще мой подход к иллюстрациям, что они такие современные, модные. У меня тут есть и мобильные телефоны, и современные какие-то местечки. Современным детям будет очень понятен контекст этой книжки. А еще мы познакомились с командой лично. У них есть магазин «Букашки» в Москве, и когда я ездила на Морс, такой фестиваль иллюстраций, я с этими иллюстрациями вошла там в экспозицию и ездила туда, потому что Морс тоже был моей очень давней мечтой, я мечтала об этом каталоге. В общем, я приехала, и мы еще заодно познакомились лично с прекрасной командой, я сходила к ним в магазин, мы даже сделали супер милые памятные фотографии. И мне кажется, после этого наши отношения вообще взлетели на какой-то небесный уровень. Это мое самое любимое издательство теперь. По поводу этого конкурса, у него набор есть каждый год. Сейчас уже, по-моему, идет 3-й поток. Я тоже собираюсь в нем участвовать, между прочим. И вам советую, до конца апреля вы можете отправить свои книжные проекты. Там, по-моему, нужно 2 готовых разворота и эскизы всех остальных. Это не что-то невозможное, потому что на европейских конкурсах, например, я часто сталкиваюсь с тем, что нужно полностью готовую книгу предоставить, и это, конечно, очень сложно, потому что каждый свой концепт ты так не разработаешь до конца. Поэтому неистово рекомендую поучаствовать в конкурсе, и, конечно же, до сих пор нахожусь в некоторой эйфории от того, что книжка правда вышла, и что я держу ее в руках, и что я подарила ее уже куче своих любимых людей с детьми и без. Такая глобальная моя мечта исполнилась в мои 27 лет. Да, наверное, это можно было сделать как-то раньше, но я рада, что это пришло ко мне именно сейчас. Каждый раз, когда вы читаете мою книжку, отмечайте меня на фотографиях, у меня что-то внутри трепещет. Или, например, особое трепетание у меня вызвало недавно, когда я нашла свою книжку на сайте подписных изданий, потому что я помню, когда я в первый раз приезжала в Петербург, и мы ходили, конечно же, в подписные издания, и это был просто какой-то космос, а сейчас моя книжка, продается в этом магазине. Вот. Еще не без нашего труда. Эта книжка теперь доступна в Европе. У потрясающего магазина Samtam Books. Можно заказать онлайн по всей Европе, а также я сейчас веду некоторые переговоры, и, возможно, мы появимся с книжкой где-нибудь еще. Конечно, колоссальный опыт. Он вселяет в меня уверенность, особенно сейчас в эмиграции, потому что опять в новой эмиграции чувствуешь себя как-то неуверенно и недостаточно профессионально, потому что как будто бы твои прошлые успехи и заслуги не работают. И когда у тебя есть на руках твоя книжка, которую ты сделал, это очень вселяет уверенности, и я очень надеюсь, что в ближайшие годы я издамся и во Франции, и в Европе, и еще раз в Англии, или в США, и вообще везде будут мои книжки. Если я смогла это сделать 1 раз, 2, 3, 4 раза, наверное, мне точно уже будет проще. Ну и в целом это какое-то огромное присвоение себе, что я настоящий иллюстратор, потому что многие годы это такое а вдруг это какое-то странное хобби, потому что от месяца к месяцу не всегда есть заказы, например, или достаточные гонорары, и это тоже все вселяет какие-то странные чувства, что ты какой-то недостаточный, сколько бы ты ни работал, сколько бы ты ни издавался. Получилась история. Я очень благодарна моему мужу, который меня супер поддерживал. И тут есть очень классная тоже пасхалка, что есть надпись, что она посвящена именно ему. Я отдельно договаривалась с издательством по поводу этого пунктика. Это такая моя придумка. Я ему сделала сюрприз. Есть об этом очень миленькое видео. Что я еще хочу сказать? Если вы начинающий иллюстратор, художник, дизайнер или вообще начинающий кто угодно, знаете, что если долго мучиться, что-нибудь получится и появится какая-то возможность, которая даст вам реализовать
все свои мечты и планы, все обязательно получится. Знайте, что как минимум один человек на этом свете в вас верит. Потому что я в себя так не верю, как в вас верю. Давайте, ребята, не унываем. Стремимся, работаем и все достигаем. Давайте договоримся с вами. Всем спасибо. И если есть какие-то вопросы по поводу книги, по поводу моего иллюстраторского пути, потому что я первый раз делаю видео на канал именно про это, пишите в комментариях, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно, покупайте книжки. Пока-пока.